Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы и скорпионши, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп неделя с 24 по 30 июля 2023 года. Уже последняя неделя второго месяца лета, и время куда-то мчится и летит. Давайте мы узнаем с помощью карт. Ну, предвосхитим немножко события, попробуем быть чуть впереди. Вы люди очень интуитивные, и я так думаю, что рассмотрев какие-то альтернативные варианты развития событий и нашего восприятия, для вас не будет каких-то неожиданностей, а может быть какой-то свой инсайт или подсказку вы получите. Давайте рассмотрим. Первую карту мы достанем. Традиционно, что важно знать? Может быть, каковы события недели, или чем придется заниматься, или дела вокруг чего будут крутиться. Что, одним словом, будет важно для нас? Чего не избежать или возможные неожиданности? Чему сейчас не время или что нам может помешать? А что нам будет помогать? Мы достанем еще одну карту. Что от меня скрыто? Имеется в виду то, чему я могу не уделить внимания, где-то не заметить. И по основным сферам жизни, дела, работа, бизнес, финансы, личная жизнь. Ух. Итак, что важно знать? Ну вот в каких-то таких холодных энергиях придется быть. Есть обстоятельства нашей жизни, которые заставляют где-то быть воином в душе. И, кстати, нам изображена прекрасная дева, и мечи – это ведь интеллект, поэтому которая заранее уже может все просчитать, предвидеть. И интересно, стоит колонна, а у нее как бы венчают ее крылья Меркурия, как бы, да, и это работа с мыслью, с информацией, мои дорогие, с тем, что мы слышим, анализ вот этого. Видимо, будет это важно. Ловите, ну, как на ухо поймать, да, какую-то либо новость, либо, может быть, случайно кем-то оброненную фразу, или она может вам чем-то помочь, или дать ценный совет, или кто-то проболтался, вы можете тайну узнать, или для себя вы вот тот, наверное, самый инсайт получаете, как я теперь знаю, что мне делать дальше. Но будьте аккуратны, потому что по королеве мечей все-таки предусмотрено, что мы можем от чего-то и отказаться. То есть вполне вероятно, тут какое-то важное решение может к вам прийти. И еще такая энергетика совершенно необходима для того, чтобы как будто предвидеть, предугадать развитие событий наперед. И нам изображена милая кошка и птицы. Птицы – это всегда наши мысли где-то, или это новости. Но может быть и то, и другое одновременно. И обратите внимание, одна из птичек как будто подлетает к кошке, и ей не кажется этот зверь опасным, потому что выглядит очень мило, дружелюбно. Но мы понимаем, что это грозный зверь, и поэтому мы не должны к чему-то приблизиться или поддаться, может быть, на чьи-то уговоры, или вот какая-то вывеска, или внешняя какая-то оболочка. Может быть, это будет касаться конкретного дела, а может быть и человека. Так вот это внешнее не говорит о каком-то внутреннем содержании. Поэтому, наверное, и королева мечей, мои дорогие. Вот такие энергии, я думаю, вы их прочувствовали. Чего не избежать? Какой-то паузы, кстати, нам здесь не избежать. Но нам ведь показано, что пентакли растут, мои дорогие скорпионы, на дереве. И значит, дерево – это всегда какая-то уверенность, стабильность. То есть у вас сейчас уверенное достаточно положение, и все под контролем. Деньги где-то могут быть в рост, хотя они могут и задерживаться. Могут задерживаться какие-то, словно новости, бумаги, может быть, соглашения, контракты. То есть, ну, какие-то паузы могут быть. Но часто ведь 7, это, если по нумерологии, идет за числом 6, а вся активность по нумерологии у нас словно проходит в 6 стадий. Почему часто любой масти, какой бы ни касалось, в картах Таро 6 это карта победителя или победы, какого-то успеха. Так вот, 7 это необходимая пауза, чтобы удерживать собственные позиции.
с учетом королевы мечей, вот где-то в такой энергетике надо быть, по крайней мере, по мнению карт, и спокойно воспринимать, есть ли что-то, ну, у нас не получается совершить на этой неделе. Как будто нет смысла даже форсировать, тратить туда энергию. Может быть, нас и будут где-то, ну, так вынуждать, пытаться пробить на какую-то эмоцию. Сохраняйте хладнокровие, выдержку. Ну, вот как будто основные направления недели. Чему сейчас не время, куда-то отправляться. Вы можете планировать. По этой карте, эта карта совершенного успеха или совершенства успеха. Нам уже обещают успех. Как будто даже проходя через какую-то темноту или тысячу неопределенностей, мы все равно добиваемся своего. Эта карта может говорить и о перемещении, о смене работы, смене сферы деятельности. Тут вообще это шикарная карта, несмотря на то, что она так мрачновато может выглядеть, но это именно наше мужество, когда мы хотим осуществить какой-то проект, и у нас это получится. Как будто ты в себе не сомневайся. Но сказать, что мы какое-то вот... Есть же у вас, мои дорогие, какое-то дело, которое я вот именно хочу осуществить. Но, видимо, финал его не будет на этой неделе. Вот это примите, пожалуйста, во внимание. Может быть, карта еще подсказывает, не торопись переезжать, уезжать. Может быть, переложи там на неделю или на сколько-то дней. Может быть, рассмотри ты что-то, как будто должен дополнительно либо изучить, либо узнать, чтобы не было каких-то неопределенностей. Вообще не должно быть какой-то спешки. Но вообще сама по себе карта обещает уже какой-то успех через определенное время. Что нам помогает? Да, воин в душе. Еще одна мечевая карта. С учетом планетарных событий, как раз которые у нас последнюю неделю июля разворачиваются, могут напоминать о себе как бывшие, или какая-то история из прошлого, или, ну вот есть то, что, кстати, нам не добавило улыбок на лице, скорее всего, либо был конфликт, либо были разбирательства, либо у вас это какое-то тягостное такое состояние души оставило. И вот подобные ситуации могут повториться, да и люди к нам вдруг заявиться, мы думали, что уже все, прощай, а нет, по какой-то причине они возвращаются. Нам вот мы именно тот урок проходим кармический, когда нам возвращает пространство, как людей, как и какие-то обстоятельства, напоминая для того, чтобы мы, может быть, расставили все точки над «и» или словно сыграли последний аккорд, какую-то, может быть, важную фразу сказали или для себя вывод какой-то сделали. И по пятерке мечей нам показан молодой герой, который полон сил и, кстати, ресурсов, потому что все мечи практически у него, а те, которые поотдаль, они как будто поражены. Вот это какая-то, ну, называют карту Пирова победа. То есть был вот этот, может быть, самый конфликт, когда мы сумели защитить наши взгляды, нашу правоту, но чувство досады, оно все равно остается. И карта нам говорит, если кто-то пытается тебя, ну, заново обновить вот это какой-то спор, да, или противостояние, не участвуй. Нам помогает, когда мы держимся сторонним наблюдателем. Откровенно говоря, все то, что я говорила по карте Королева мечей, нам это будет просто помогать. А что скрыто? У вас сейчас очень сильная позиция, мои дорогие. Кстати, по финансам тоже. И если мы снова вернемся на секундочку к нумерологии, девятка пентаклей. И 9 это всегда, знаете, преддверие завершения цикла какого-то и впереди перемены. Нам говорят, деньги придут, деньги есть, сохраняй эти деньги, они тебе скоро для чего-то очень важного понадобятся. Поэтому даже если, кстати, какая-то сумма у нас задерживается, ну или что-то пробуксовывает, а надо ведь сказать, у нас 23-го как раз июля присоединяется к Меркурию Лилит и черная луна. А тут это как, знаете, зазеркалье. Вдруг что-то может, ну как тайна какая-то, мы можем ее о ней узнать. Или по Меркурию с учетом Лилит могут быть сбои в электронных системах. Как вообще информационное, тут может быть искажение, преломление какой-то реальности. Могут быть и фейки. Так и надо быть аккуратному вообще с деньгами. И это на долгий период, мои дорогие. Тут как минимум, наверное, ну, с деньгами до, я бы сказала, до начала октября даже.
лучше никаких сделок не совершать. Или быть, ну, знаете, предельно, наверное, расчетливому, логически, такому взвешенному. Короче говоря, берегите как и себя, как и свои намерения, планы, ну, так и финансы тоже. Дела, работа, бизнес. Четверка кубков, но от чего-то мы не должны определенно отказаться. И если мы говорим, нам помогает пятерка мечей, кстати, и мы сказали, что да, какой-то возврат ситуации людей может быть, но держи позицию стороннего наблюдателя. И знаете, в моменте здесь и сейчас для вас, в принципе, по всем делам будет очень важно находиться, потому что как мы не должны быть в какой-то, может быть, конфликт заново втянуты быть, так и с другой стороны какие-то возможности могут быть, предложения могут быть. Они могут выглядеть поначалу так непонятно криво, а на самом деле это может быть что-то стоящее. Нам часто что-то, как будто пространство проверяет, может быть, нас, предлагает что-то такое, что на первый взгляд нам может не понравиться, и мы можем отказаться. Вот как будто интуицию нашу пространство проверяет, как вот ты рассмотришь такой вариант, и поэтому рассматривать нужно все варианты. Пока еще не время действовать, выжидаем, смотрим, как ситуация, может быть, достигнет какого-то пика, но как будто и не отказываемся. Вот это по делам, работе, бизнесу. Но и обещаний каких-то мы тут тоже не даем. У кого-то будет все равно осуществлен переезд. Или, может быть, перед этим переездом вы что-то поменяете. Или вот почему не спешку нам рекомендуют. Ведь по восьмерке кубков как будто есть выбор. Или есть какая-то проблема, вопрос, который нужно решить. Может быть, это Гордиев узел какой-то, да, распутать мы хотели. Или это будет связано с каким-то мудрым решением. И вот здесь как раз по финансам мы что-то можем для себя окончательно, как и прояснить, выйти из какого-то сложного финансового положения, то есть обернуть для себя каким-то образом эту ситуацию. Ведь по карте мы находим именно выход, и если мы хотим какой-то вопрос решить, то мы как будто знаем, каким образом это будет сделать правильнее. Для кого-то из вас, да, я предполагаю, это своего рода пустыня может быть, и тогда нам говорят, что нам просто как бы прибавить нужно шагу, и какой-то период ограничений по финансам нам совершенно необходим, потому что как будто что-то другое совершенно новое у нас уже на пороге. И это все то, что я говорила, деньги не тратим, хотя деньги будут. Но даже если они будут, мы все равно где-то больше аскетом. Вот, наверное, как этот дервиш. Что тут у него? Ну, хотя нам показан, понятно, очень прилично одетый человек, но он отправился в путь, посмотрите, у него даже узелка за спиной нет. Вот где-то в таких энергиях нам предлагают быть. Видимо, для чего-то это важно. Личная жизнь по жезлов. Знаете, несмотря на какую-то такую ситуацию, да, как уравнение с многими неизвестностями, то все равно вдохновение, какой-то посыл или желание осуществить проект, тот или иной, это будет. И это основная движущая сила, которая придает нам, наверное, уверенности. Может быть, и важное предложение, может быть, почему нам четверка кубков и сказала, не отказывайся сразу. Здесь, правда, мы можем услышать какую-то новость. И, кстати, эта новость может касаться, как я говорила, случайно. Почему нужно быть внимательным и всю информацию словно немножко так пропускать через себя, не окунать ее в эмоции, нет, а оставляя именно какую-то ситуацию или информацию. И вполне вероятно, мы что-то для себя на этой неделе либо услышим важное, либо поймем, либо какой-то нам ориентир дадут. Может быть, ну, есть то, что, чем мы останемся довольным, и потом в последующем мы это как-то себе применим на практике. То есть, иными словами, в какой-то свой прогресс можем обернуть, понимаете? Но пока это еще начальная стадия или какая-то начальная новость. Наша задача вот эту саму тему, может быть, развить еще, подумать, каковы перспективы или как это проиграется потом. А вы люди очень интуитивные, и где-то это может быть как вот тот самый инсайт, мои дорогие, который нас побуждает где-то к действию, но предварительно нам нужно будет все просчитать. Увы, у кого-то это может проиграться, конечно,
дела с детьми, даже подросшими детьми. Но, мои дорогие скорпионы, пока про любовь нам ничего не сказали, словно есть какие-то задачи. И я так думаю, неделя не такой большой срок. Скорее, какова была ситуация на предыдущую неделю, где-то в том ключе оно и останется. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда, мои дорогие.